Всем привет, меня зовут Эдуард Кичугин, и снова начинается путешествие. Завтра в большую поездку, ну, такая небольшая, в рамках страны, но снова куда-то можно ездить. Это интересно, я думаю. И я, может быть, сейчас покажу, что я беру с собой, что я беру, если нужно куда ехать. Все, что не нужно, остается, все, что прям самое нужное, оно со мной в моей сумке. Я вот как раз начинаю собираться, и вокруг бардак. Ну, там на стене это много работ. Я начал вешать на стену те большие-большие формата А2 работы, которые у меня скапливаются. Я думаю, завешу все стены, чтобы все время под глазами было. Не знаю зачем. А знаю зачем. Для того, чтобы все время корректировать себя. Ну, слушайте, и так как дико хочется перейти на очень огромный формат, на супер большой формат, наверное, как раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот таких вот. 6 А2, я не знаю, как этот формат. Короче, первое, что я беру, это, как ни странно, ну, перо я, конечно, тоже возьму, 100 пудов. Но я беру себе вот такой набор. Сейчас покажу. Тык-дык. Смотрите. Тын-тын-тын-тын-тын. Маркеры. Я уже начал тут делать некоторые наброски рыжим. Вот этот использовал, да. Потом буду делать детализирование черным, чтобы было эффектно. Вот смотрите, один оттенок рыжего, вот он. Второй оттенок рыжего, вот он. И черный для деталей. Какой-то такой классный, да? Но они пока еще в разделе такого испытательного момента. И претендент номер один — это Твин. Такой. Ну, не знаю, я порисовал, и вроде нормально. Но, в принципе, я не сказать, что сильно требовательный. Вроде нормально. С этой стороны такое долото. Сейчас покажу. Смотрите. Тык-тык. Ну, то есть, вот я рисовал... вот этими я рисовал эскиз. А вот этими я планировал делать тени образования. Такое интенсивное. Чтобы пройтись и уточнить детали. А потом сделать полное детализирование вот этой вот штукой. Ну и понятное дело, с этой стороны вот такое жало. Кисточка. Да, вот здесь такой не округлый наконечник, не твердый, а как кисть. То есть можно нажимать. Я не сказать, что любитель этого, но ничего. И сейчас на вот эту вот парочку сладкую посмотрим. Это претендент из Sketch Marker. Ну, в принципе, вот это супер бюджетные. И Twin, и вот этот, они дико бюджетные. С наконечниками все то же самое. Вот такое вот широкое, как мне нравится. Можно делать так. Тын, 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 тын. Тын, 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 тын. Готово. То же самое с арочными структурами. Бам, бам, бам. Ну, супер грубо выглядит, но кто ожидает от этого что-то более изящного? Это же маркеры. Ну и, понятное дело, черный с этой стороны. Такой вот не кисть, а вот с этой стороны такой же долото. Можно углом так прорисовывать эффектно и делать вот такие вот штуки, как у меня в скетчбуке. Сочетание между сепийным цветом и черным. Классичные, крутые, олдскульные. В общем, вот эти три штуки я беру с собой. И, может быть, еще возьму там черные на всякий случай, на запас. У меня есть такой вот странный. Есть такой перманент странный. Ну, есть вот такой перманент. Ну, теоретически. И вот такой. И еще вот такой. И еще вот такой рыжий. Да сколько же их? И Винзор, и Ньютонский линер тонкий. Ну, блин, это уже получается очень много. Очень много. Нет, возьму 3. 3 достаточно. Вот это норм. Точно еще возьму вот этот вот микроновский. Ну, он крутой. Но он заметно мельче. Ну, то есть детализацию можно делать круче, но
по размеру он меньше, поэтому детализации больше, работы больше. А мне как-то, чтобы работы меньше бы, как бы что-то придумать такое, вот я думаю. Вот это отложил, ну, такие мои идеи. И, конечно, то, что я возьму, это перо звездочка. Потому что, может быть, меня там ожидает серьезный подход, серьезная работа. Ничего более превосходного, чем перо звездочка, для этого нету. Кто смотрит мой канал, все, конечно же, знакомы превосходно вот с этой радостью. Оно все в чернилах, оно на таком деревянном держателе длинном. Оно катается, вот это меня бесит, конечно. Мне бы на таком, который не катается, на шестиугольном бы, ну ладно. Его тоже по набор инструментов. Теоретически, может быть, еду на неделю, но пока вот непонятно, насколько я там останусь, но, возможно, там будет мастерская, и поэтому следующее видео там, наверное, будет интересно, поэтому смотрите. Ну, самое актуал будет, конечно, сторис Инстаграм, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, внизу в описании ссылка, и в ТикТок какая-то будет прям радикальная выжимка. А подробные видео я постараюсь наснимать, но еду в неизвестную область, непонятно, как у меня там будет, насколько комфортно это все снимать. Поэтому смотрите в Инстаграм, если интересно вот это вот лайв-путешествие. И в работе там отдельно будет, у меня обычно проектная история, но там будет художественная, да. И вот знаете, я туда возьму то, что обычно никуда не брал. Это вот это. Классическая кисточка. Знаете почему? Потому что туда едет очень одна моя крутая, хорошая подруга из Рима, и она, я надеюсь, покажет мне свою технику рисования. Вы можете найти ее в Инстаграме Ярощук Наталья. Она супер крутая, она делает кистью и таким в такой итальянской технике, то есть у нее преподаватели итальянские тоже супер крутые, и я смотрю то, что она делает с акварелью, и думаю перенять, и графические работы у нее тоже суперские. Во многом она работает интересными материалами, я тоже один из них беру с собой, сейчас покажу. Это вот такая радость. Цидын, 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 цидын. Я их купил, но работать не научился. Мне нужны по ним, видимо, дополнительные какие-то уроки, которые как раз, надеюсь, надо даст мне. Поэтому я беру кисть, беру вот эту вот штуку, и там будет что-то странное. Может быть, это вообще изменит мою технику рисования радикально. А может быть, нет. Не знаю, интересно. Что беру из чернил? То есть у меня есть перо, окей, браво. И тыдын, вот это, тык-дык, тык-дык. Первое чернила Паркер Я сегодня, наверное, поеду и куплю себе ручку Лами. Вот для нее чернилки Паркер. И я нашел цвет манго. Кто меня знает, давно знает, почему манго для меня важно. Цвет примерно вот такой. Вот, ну, то есть очень яркий. Оранж, который переходит в красный. И вот под нее, да, паркеровские чернила. Ну и в принципе, если я буду работать в такой технике, которая... Короче, если я захочу, то я буду работать вот этим набором. Ее я залью тоже в паркер. А если я хочу что-то более материальное, чернила, они впитываются в бумагу. Они проходят внутрь ее, и это их особенность. А особенность вот этой вот штуки — это тушь. То, что она остается на бумаге. И ты ведешь вот так по бумаге, и чувствуешь этот рельеф. Это, ну, другой уровень материальности, другой. Тактильное ощущение. Это как такой... Конечно, беру туда мой проектный скетчбук. Сегодня, ну, сейчас он такой. Это Art Creation. Фокусируется, нет? Сейчас покажу отдельно. Art Creation. Это формат А4. Вот так он выглядит. И у него немного молочная бумага. И там вот эти вот все мои крайние креативы.
по ландшафту, по архитектуре, по урбанистике чуть-чуть. Ну, вот эти вот все рабочие записи. И так как, возможно, там будет над чем поработать, то и мой текущий рабочий скетчбук я тоже с собой беру. Вот это формирующийся мой наборчик для поездки. А вот, давай, Art Creation. Покажись, вот он. Раз показывал вот этот вот мой скетчбук с проектной графикой. В общем, кто смотрит меня, то видели многократно, я думаю, наброски, идеи, работа на важный актуальный момент. Тык-дык. Ну и понятно, потому что ориентир на форматы вот такие, тык-дык, большие, да, то мягкие материалы, я думаю, с собой возьму, ну, как бы лишним не будет. Это стопудово сангина. Это может быть сепия, ну, не знаю, еще не уверен. И это 100% уголь. Это вот такие вот штуки. Я надеюсь, что все влезет в мою сумку, да. А то, чтобы работать этими мягкими материалами, есть такие штуки. Это прям вот превосходно. Это вот такая вот штука. Карандаш механический. Вот такой. Тык-дык. Сюда. Наводись. Ой, браво. И сангину мы берем, кладем туда и уже не пачкаем руки. Или уголь. Ну, влезает нормально. И это единственный тип карандаша, который я нашел, чтобы вот эти вот типичного размера мелки, они туда влезали. Все остальное или шире, или уже, ну, короче, вот эти вот странные желтые идеально. Ну и, конечно, мой классичный уже набор стабила, это вот такие вот. Светлый оттенок, темный оттенок, светлый оттенок и черный. Вот я ими часто работал в последнее время в скетчбуке, и там, ну, симпатичные результаты получаются. И покажу сразу, например, это свет, ну, вот как сейчас закладку, окей. И, например, вот светлый линер, светлее, чем вот этот оригинальный. И делаю какую-то историю, что-то делаю, какую-то крылья рисую в скульптуре. Вот, например, если крылья не подойдут, то они особо считываться не будут. Если подойдут, то я беру более интенсивный линер и радостно выделяю вот эту вот историю с крыльями. Вот таким образом. Тын-тын, тын-тын. Если вообще зайдет, то можно черным продеталить. Ну и таких моментов много. Вот, например, этот прям радикальный рыжий. Вот этот. Сначала им делал скетч, потом деталил с помощью черного. А вот тут просто кофе пролил, но это, тем не менее, тоже хорошо работает. Видите, более светлый оттенок, вот черный, скорее всего, микроновский. Такие интенсивные пятна, смотрите, тык-тык, вот они. Дын, 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 окей. Ну и таких много. Вот более светлым, потом интенсивно, более темным. Так что очень полезные линеры в работе прям. Записываю видео с утра, и у меня уже закончился кофе. Было много. На 2 чашки больших. Прихожу на чаек. Тык-дык, тык-дык. И еще остался один из набора, такая штука, которую я часто очень раньше использовал, а сейчас что-то не очень часто. Ну вот, это Parallel Pen. Это такая японская ручка для каллиграфии. У меня вот такая вот довольно широкая. Я хочу купить ее поменьше размером. Я ее немного уже поломал. Ну, потому что конструкторы такие японцы, молодцы. Напридумали ненужного и не сделали нужного, да. И к ней вот такая вот кисточка. То есть рисую чернилами, тык-дык.
Вот сюда заливаю чернила, ими рисую, потом размываю вот этой вот штукой. Ну, то же самое делаю с перьевыми ручками. Все работает хорошо. Вот сегодня куплю лами, и тогда будет точно в сторис в инстаграмовских, наверняка там будут подходы вот с вот этой вот техникой. Поэтому смотрите, подписывайтесь. Вроде все проговорил, и кучка вот этих художественных инструментов, она получилась, ну, небольшая. Сейчас покажу. Ну, собственно, вот, совершенно не пугает чернилки, этот секретный материал, перо, кисть, аквабраш, параллельпен, маркеры, микроновский линер, линеры стабила и микроновский линер. И вот эти вот карандаши, которые советовал для работы с мягкими материалами, да, собственно, и все. Да, в принципе, все влезает в один стакан. Вот он. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пусть пока здесь постоит. Сейчас что покажу. Ну, потому что я же, типа, за большой формат, за огромный. И нужно его вести в чем-то. Ну, поеду на поезде. Вот эта сумка. Тыдым. Размер. Тыдык. 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 Не думаю, что суперкомфортно тащиться с такой историей, но хочется же размера, хочется же масштаб, хочется же прям, чтобы большая была штука, большая история. Вот потащусь. Еще нужно подумать о том, чтобы портфолио свое запихать, ну вот это вот по ландшафту, по архитектуре. То, которое публичное, оно у меня внизу в описании к видео, там ссылка мои некоторые публичные работы, можно перейти посмотреть. И еще нужно собрать на что-нибудь, на телефон собрать другие работы по ландшафту, по архитектуре. Может быть, там что-то срастется. Но, скорее всего, тема поездки — это больше художественная история. Как необычно для меня. И вот что еще. Очень хочу взять тыдын. Не знаю теперь, как без него. Куда я без него? Как? Настолько привык. Моноколесо настолько плотно зашло в мою жизнь, что я себе уже даже не представляю. Вообще, я не представляю, почему я должен выходить на улицу без него. То есть, ну, с момента покупки был один день или два, когда я выходил на улицу без него. Я не понимаю, зачем. Ну, был дождь, и нужно было еще ехать куда-то, где оно было сильно не к месту. Ну, вот, все остальное на нем. С тех пор, как купил, это прям что-то превосходное. И вот теперь, я думаю, там в поездке оно бы мне сильно пригодилось. Но я смотрю прогноз гидромедцентра, и он мне говорит: дожди абсолютные. Будет фигачить молния, будет фигачить ливень, а я не успел сделать гидроизоляцию. Что? Как? Оно по умолчанию там имеет какую-то гидроизоляцию, но не очень большую. Но с другой стороны, вдруг завтра погода изменится. Не знаю, посмотрю. Все по постановке. И все в Инстаграме, в сторис, да. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Уроки по моей графике смотрите внизу в описании к видео. Ссылка на сервис Boosty. Подписывайтесь. Месячный тариф 400 рублей. За мою информацию, по-моему, огонь. Научиться такой графике, как у меня. В общем, вот. Или бесплатные уроки внизу в описании к видео. Смотрите и прям ставьте урок. И смотрите на видео, делайте свой вариант, сверяйтесь, перематывайте, отматывайте туда-сюда. В общем, только практика даст результат. В общем, вот. Все. Всем хорошего дня. Чао-чао. Пока.